Жаркое африканское солнце палило саванну, заливая ее золотыми потоками света. Воздух дрожал, будто сама земля дышала. Вдали мерцал мираж, силуэты идущих слонов казались призрачными. Среди них, под защитой могучего стада, шагал маленький слоненок. Он только недавно научился уверенно держаться на ногах и с интересом изучал мир. Слоны неспешно двигались от одного водоема к другому, чутко прислушиваясь ко всему вокруг. Матриарх, старая слониха с огромными бивнями, вела стадо с чувством ответственности. Мать слоненка, молодая, но уже опытная самка, шла рядом с ним, ласково прикасаясь хоботом. Любопытство малыша было сильнее осторожности. Пока взрослые выкапывали сочные корни, он заметил бабочку и увлекся погоней за ней. Сначала отошел совсем немного, потом все дальше и дальше. Он не чувствовал страха. Вокруг было так интересно: птицы, стрекот насекомых, вспархивающие воробьи. Он баловался, хлопал ушами, разбрасывал листья и радовался. Но в стаде заметили его отсутствие. Мать подняла голову, позвала. Ответа не было. Она снова издала тревожный звук. Взрослые слоны насторожились. Матриарх вытянула хобот, улавливая запахи. В воздухе уже витала тревога. Тем временем малыш оказался в незнакомой части саванны. Трава становилась выше, звуки стихли. Даже стрекотание исчезло. Он остановился, насторожился. Инстинкт подсказывал, нужно быть внимательным. И вдруг движение. Из травы вышли львы. Прайд из 8 взрослых хищников двигался слаженно, как единое существо. Их глаза горели, перед ними была легкая добыча. Слоненок замер, но не в панике, в нем всплыли образы, как взрослые трубят и встают в защиту. Он расправил уши, начал хлопать ими, хрипло издавая тревожный звук. Поднял хобот, топнул ногой, подняв облако пыли. Львица приблизилась, но внезапный топот остановил ее. Этот малыш вел себя иначе. Мать уже мчалась через саванну. Она услышала знакомый крик своего детеныша, пронзительный, отчаянный. Она ответила громким трубным звуком, неслась, словно ветер. Стадо следовало за ней. Земля дрожала от их шагов. Один из львов атаковал когтями, отцарапал бок малыша. Тот взвизгнул, отступил, но не сдался. Он попытался ударить хищника хоботом. И тут мать ворвалась в круг. Она встала между малышом и львами, издавая яростный рев. Хищники отпрянули, но не отступили. Они кружили, ища шанс. Слоненок прижался к матери. Он дрожал, но стоял. Он понял, что значит бороться. В этот момент за холмом появилось стадо. Старые самцы, подростки, самки с детенышами двигались быстро. Они окружили львов полукругом. Матриарх вышла вперед, медленно качаясь, угрожающе возвышаясь. Слоны топали, поднимали пыль. Львы делали ложные выпады, но уже не с прежней уверенностью. И тут послышался звук моторов. Из кустов выехали джипы рейнджеров. Люди были в форме, двигались осторожно. Один из них, ветеринар, подошел ближе. Матриарх не препятствовала. Запах людей был знаком. Ветеринар быстро осмотрел слоненка, обработал рану, ввел антибиотик. Все это время мать стояла рядом, ободряя малыша. Когда люди уехали, слоны еще долго стояли, охраняя малыша. Только к вечеру, когда солнце стало садиться, стадо двинулось в путь. Слоненок шел рядом с матерью, хромая, но с гордо поднятой головой. Он прошел через страх, боль и вышел сильнее. Он узнал, что значит быть частью стада. Здесь каждая часть большой, могучей семьи, готовой защищать до последнего вздоха. А что вы думаете об этой истории? Напишите в комментариях. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!